Ну что ж. 20 секунд. У нас осталось ожидание. Будем смотреть. Если вдруг кто-то будет это в записи смотреть, можете написать в комментах, что вы ждете от анонса. А мы сейчас узнаем. Hi, I'm Chris Blossom from Grinding Gear Games. Welcome to our live stream. Добро пожаловать, говорят. Говорят, у нас плотный графичек сегодня с анонсами и... For the first time ever, we'll be releasing this expansion simultaneously on all platforms, PC, Mac and console. Ого, патч выйдет одновременно на всех платформах. So make sure you follow the instructions below in order to claim your suffering back attachment. Today's stream will start with Path of Exile 2, where Jonathan will show you our latest announcement. Сначала нам покажут ПОЕ2, потом нам расскажут про Некрополис, лиг-механику, крафт-систему лиги. Также у нас будут эндгейм изменения, улучшение кампании и quality of life. Ну, после этого, конечно же, саппорт-паки. И для тех, кто не понял или непонятливых, будет серия с вопросами-ответами, которую мы послушаем на фоне патчнотов. Это Джонатан Роджерс, главный разраб ПОЕ2. Говорит, что по сравнению с анонсом Mercenary на Exile коне произошло много изменений. Well, in recent times I've only been showing off new character classes, but one thing I've been really excited about is to go back and apply all the new ideas and capabilities that we have to our old classes too. Так, сейчас он поговорит про уже имеющиеся классы, про рейнджеры. Более подробно о нем расскажут. Звук вращающихся шестеренок. Я жила в этом лесу всю жизнь. And if there's one thing I've learned, it's that a ranger must never miss. И то, что я выучила за эту жизнь и поняла, рейнджер не должен мазать. Бист сожрет тебя. Но я больше всего боюсь жестокости человеков. There is no truly escaping the Count's justice. Нельзя избежать правосудия. Доигралась. Опа, подстава. Пиу-пиу, пау-пау, звуки выстрелов. Звуки криков рейнджерки. Пиу-пиу, пау-пау. Бэм. Брум. Это изгнание изменило меня. Я больше не бегу. И больше не боюсь. Тебе не уйти в этот раз. Я положу конец этому безумию. Ну, кстати, впервые нам показали пэтов, да? Она, видели, на каком-то динозавре каталась. И стреляла при этом. Пусть это будет предупреждением. Я иду за тобой, Джанвар. Красивая. Очень здорово для видоса на игровом движке. Нравится. Так. Рейнджерка бегит, стреляет. Когда мы начали работать над рейнджером, мы хотели сделать класс с высокой ловкостью. Как бы идеальный пример — это Леголас. То есть можно двигаться и стрелять с пенальти к массу. Также есть множество скиллов, которые позволяют двигаться. Просто escape.
прыгает назад и стреляет, замораживая врагов. Полезно для того, чтобы убраться. После того, как монстры заморожены, можно использовать обилку снайп, которую мы заряжаем, чтобы настакать урон выпускаем. Эту обилку, которую показывают, она гарантированно критует. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground and does a small AoE. Once the rods are in the ground, though, they attract others lightning that are nearby, causing them to explode again. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground. Можно настакать много лайтнинговых этих стрел, чтобы наносить высокий сингл-таргет. But for bigger enemies, I'd like to have something that's going to enhance my damage output too. This skill is Stormcaller Arrow. Stormcaller Arrow застревает во враге и через некоторое время критует. В смысле, сверху бьет молния и наносит большой урон. Так, есть разные саппорт-гемы. Объясняет, как работают скилл-гемы. И это мне... Я и так знаю. ЛМП поставил. Multiple Projectile Support. Добавляем в Lightning Arrow. Классика. Ну, по сути, короче, Штормрейн. Кто не видел Штормрейна на ютубе, заходите, смотрите. Работает даже в ПОЕ2. Можно добавить ускорение снарядов. Также есть чейн, который добавляет количество отпрыгиваний. Блин, красиво, конечно. Выглядит балдежно. Now I think we can use support gems to improve Stormcaller Arrow as well. Let's start simple. I'm going to chuck less duration on here. This will cause the lightning from the sky to strike a bit faster. Less duration, говорит, поставим, тогда будет быстрее чпокать молнию. This support makes it so that any enemies shocked by the skill will also have the shock jump to nearby enemies, meaning they'll take the extra damage as well. Шок-пролив. Заметьте, они добавили также в интерфейс изменения. Если ты отравлен, то у тебя цвет хп-бара меняется. Another useful empowering skill is Barrage. Бараж еще One of есть. the rare cooldown skills in PoE2. It enhances whatever your next attack is to fire 3 times. With what we have Он here, заряжает следующую атаку, чтобы она могла выстрелить несколько раз подряд. You could also use it at just the right moment with Snipe, or any number of other skills depending on what effect you need more of right now. It's very versatile and can be used in a range of situations. Now, even as mobile as the Ranger is, it's still very useful to slow monsters down, and a Ranger certainly has quite a few tools to do this. Для замедления монстров также есть. We have a skill called Electrocuting Rod. First, jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster is totally suppressed, allowing you to kill them easily. Скилл позволяет настакивать молнии и стагерить мобов. The enemy dies before you get a chance to electrocute them. I think there's another support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural Overload will make it easier to electrocute enemies. Neural Overload attached to puts them over 50% of their electrocute bar. It will trigger. Позволяет делать так, что если вы нанесли определенный урон, то триггерится мгновенно скилл, чтобы не терять дэмэдж в случае слишком раннего умирания цели. Now this skill works really well for suppressing a single large enemy, but I'd like to improve my crowd control ability for groups as well. I'm going to add a support gem called Frozen Nexus to my Frost Escape. Frozen This makes an area Nexus. of chilled ground around frozen enemies.
Оставляет chill ground, а также deep freeze для увеличения длительности заморозки. Now when I use my frost escape on that front enemy, others nearby are slowed down. It would also be good if I had a way to slow enemies down when they're farther away from me as well. Vine This would be a arrow. great time to start getting into the ranger's poison and plant-based skill set. To start with, let's have a look at Vine Arrow. This skill fires an arrow into the air that creates a small plant. Пуляет стрелу, которая оставляет Plant sends out tendrils to nearby enemies, slowing them корешок, down and который цепляется к ближайшим врагам, замедляя и отравляя их. further poison. It transfers that poison to the monsters it's attached to. Normally you would only be able to можно get one отравлять poison сам monster at a time. цветочек, да, и он будет, этот poison будет перекидываться на врага, к которому он привязан. But if you want to go all in on poison, this is the way to do it. Now, if you do want to focus on poisons more, Если хотите фокусироваться на яде сильнее, то есть скилл Poison Bloom Arrow. if you wait a little while, they'll explode. Что-то вроде Тайара. Just like any other plant skill, these plants respond well to poison. Shoot the poison burst arrow at enemies nearby and watch your plants grow more and more powerful. И они тоже становятся более мощными в зависимости от того, сколько раз вы его отравили. Сам цветочек. Добавляем пирс, пробивание. Для того, чтобы больше ядов накладывать. Так, а это что? О, видели? Вытаскиваются вместе с саппортами. Прикол. Газовое облако. Жесть, персонаж токсик. При этом при отравлении газовое облако растет. Найс. Another poison-related skill we have on the ranger is called Plague Bearer. Plague Bearer. This is a reservation skill, meaning it uses spirit. Он резервирует дух, спирит. Whenever I apply poison to a monster. Но этот мы See знаем. the counter on the skill increasing as each new monster is poisoned. Они сделали процентное отображение, насколько он заряжен. Build up the counter. Мы его заряжаем, отравляя врагов, потом будем выпускать яд. Выпускайте яд! Обалдеж, конечно. Можем выпустить яд с помощью плейбира, который будет взрывом наносить урон. Now next up we have a classic, Rain of Arrows. Классика, Rain of Arrows. Shoot a bunch of arrows in the sky, and they rain down for a short time. It's decent AoE and damage. Он даже не желтого цвета и не загаживает весь экран. Это просто реально стрелы, которые падают с неба. This skill doesn't last too long, but we can change that. It's time to introduce frenzy charges. Так, что делает Френзи? Френзи используется для большого количества скиллов. How do we get some though? Here we have a skill called Sniper's Они Mark. позволяют Put it on an enemy, продлевать, grant you a frenzy charge увеличивать when you place it. длительность других скиллов. Now remember that snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we Sniper's Marked an enemy, then we sniped them. And after that, the next rain of arrows will last a really, really long time. То есть мы получаем другими билками френзик и продлеваем тем самым длительность Rain of Arrows. Добавили саппорт, который ослабляет броню на врагах. Называется Corrode Armor. Дело так, что яд начинает заставлять как бы гнить армор на врагах. Еще газовые облака могут взрываться, если мы их чем-нибудь подожжем. Типа Explosive Arrow. Найс. Очень много прикольных взаимодействий, это здорово. Now, because monsters and gas clouds are likely to have their armor broken, I think there's another useful combo we can do. This is an exploit weakness support. This support provides exploit weakness. damage to targets that have their armor broken. С ним монстры будут получать больше урона, если у них нету брони.
So, those are just some of the skills we have on the Ranger class in Path of Exile 2. Итак, мы вам показали несколько разных скиллов. Let's see how well they do against a much tougher enemy. It's time Давайте to fight the посмотрим boss of the temples, Thanos. на бой с боссом. Фанос. Уворачиваемся от лазеров. Луч лазеря. Заряжает, стреляет. Босс плотный. Ахаха, билд за ДПС, да. Ну, нам показывают по очереди разные билки, насколько я понимаю. Выглядит эпично. Босс действительно ничего не успевает сделать. Тут АОЕшка на нем кажется больше, чем на первый взгляд. Ой-ой, еще жахнет, отходи. Нет, не подходи. Или это просто лужа, которая наставляет навсегда, типа. Мне нравится, что по мере уменьшения ХП босс новые фишки показывать начинает. Ой-ой. А теперь эти черепки еще стрелять начали, маленькие фаерболы. Здорово. Неплохой босс для актов. Куда ты лезешь? Изи. Изи не вспотел. Я убил этого босса, даже не пользуясь руками. Плюс они те, кто так же сделал. Вот такой вот рейнджер. Еще одна вещь. Маунт. Можем кататься на роа и стрелять. А еще можем спрыгивать с него. И при этом роа еще начинает атаковать мобов, если вы... При этом, если тебя сильно продамажит на роа, то ты станлочишься надолго при падении с роа. Бета 2 попозже выйдет. And while I think we would be able to get the game's content ready in time, we underestimated how long it would take to get gameplay polished to a standard that we're happy with. We're still going to be doing alpha testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today. Ну, это напрашивалось по предыдущему интервью, который Джонатан давал. Now, speaking of ПОЕ2, we also have the 324 expansion to announce. ПОЕ1. Hand over to Mark, the game director on ПОЕ2, to show us what's in store. Ну, кайф.